Последний выстрел. Готический детектив, от которого стынет кровь. Предостережение. Настоящим публикуется предостережение для граждан против человека, называющего себя Октавиус Гастер. Его можно узнать по огромному росту, льняным волосам и глубокому шраму на левой щеке, который тянется от глаза до самого уголка рта. Пристрастие к ярким цветам, зеленым галстукам и тому подобному может помочь в его опознании. В его речи заметен легкий иностранный акцент. Этот человек находится вне досягаемости закона, но он более опасен, чем бешеная собака. Сторонитесь его так же, как сторонились бы чумы, бродящие в полуденный час. Любые сообщения о его местонахождении будут с благодарностью приняты по адресу С. Ю. Линкольн-Инн, Лондон. Это точная копия объявления, которое многие читатели могли заметить в колонках лондонских утренних газет в начале текущего года. Оно, как мне кажется, вызвало немалое любопытство в определенных кругах, и было высказано множество догадок относительно личности Октавиуса Гастера и характера выдвинутых против него обвинений. Когда я заявлю, что это предостережение было размещено по моему настоянию моим старшим братом, Артуром Купером Андервудом, адвокатом, станет ясно, что я самый подходящий человек для того, чтобы представить подлинное объяснение. До сих пор ужас и смутные подозрения в сочетании с моим горем от потери бедного, дорогого мне человека накануне нашей свадьбы мешали мне раскрыть события прошлого августа кому-либо, кроме моего брата. Однако теперь, оглядываясь назад, я могу сопоставить множество мелких фактов, почти незаметных в то время. Они складываются в цепочку улик, которая, хоть и гроша не стоит в суде, все же может произвести некоторое впечатление на общественность. Поэтому я без преувеличений и предвзятости расскажу обо всем, что произошло с того дня, как этот человек, Октавиус Гастер, вошел в Тойнби-холл и вплоть до великого состязания по стрельбе. Я знаю, что многие люди всегда будут высмеивать сверхъестественное, или то, что наш скудный разум считает сверхъестественным, и что тот факт, что я женщина, покажется им поводом ослабить ценность моих показаний. Могу лишь заявить, что я никогда не была слабохарактерной или впечатлительной, и что другие люди составили об Октавиусе Гастере точно такое же мнение, как и я. А теперь к самой истории. Осенние каникулы мы проводили в имении полковника Пиллера в Робора, в живописном графстве Девоншир. Уже несколько месяцев я была помолвлена с его старшим сыном Чарли, и мы надеялись, что свадьба состоится до окончания долгих каникул. Чарли считался надежным кандидатом на получение ученой степени и в любом случае был достаточно богат, чтобы быть практически независимым, да и я ни в коем случае не была бесприданницей. Старый полковник был в восторге от предстоящего брака, как и моя мать, так что, куда бы мы ни посмотрели, на нашем горизонте не было ни облачка. Неудивительно, что тот август выдался счастливым. Даже самый несчастный из людей забыл бы свои беды под благотворным влиянием веселого семейства в Тойнби-холл. С нами был лейтенант Дейсби Джек, как его неизменно звали, только что вернувшийся домой из Японии на корабле Ее Величества Шарк. Он находился в точно таких же близких отношениях с Фанни Пиллер, сестрой Чарли, как и Чарли со мной, так что мы могли оказывать друг другу определенную моральную поддержку. Был там и Гарри, младший брат Чарли, а также Тревор, его закадычный друг по Кембриджу. И, наконец, с нами была моя матушка, милейшая из пожилых дам. Она сияла, глядя на нас сквозь золоченые очки, заботливо сглаживала любое мелкое затруднение на пути двух молодых пар и неустанно во всех подробностях расписывала им свои собственные сомнения, страхи и замешательства в те дни, когда этот ветреный молодой повеса, господин Николас Андервуд, приехал свататься в провинцию и ради дочери деревенского пастора навсегда отрекся от столичных и горных клубов Крокфорда и Таттерсола.
Впрочем, я не должна забывать и о доблестном старом воине, который был нашим хозяином, с его освещенными временем шутками, подагрой и безобидным напускным свирепством. «Я не знаю, что в последнее время нашло на батюшку», — говаривал Чарли. «С тех пор, как ты приехала, Лотти, он ни разу не высказал проклятий в адрес либерального правительства. И я искренне верю, если он хорошенько не выпустит пар, этот ирландский вопрос окончательно отравит его организм и сведет в могилу». Возможно, в уединении своих покоев ветеран вознаграждал себя за дневное самоотречение. Ко мне он, похоже, проникся особенной симпатией, которую проявлял в сотне мелких знаков внимания. «Ты славная девчонка», — заметил он как-то вечером весьма хмельным от портвейна шепотом. «Чарли, везучий пес, клянусь честью. У него больше проницательности, чем я думал. Помяни мои слова, мисс Андервуд, ты еще убедишься, что этот молодой джентльмен далеко не так глуп, как кажется со стороны». После этого двусмысленного комплимента полковник чинно прикрыл лицо носовым платком и погрузился в страну грез. Как же хорошо я помню тот день, который стал началом всех наших несчастий. Обед был окончен, и мы находились в гостиной, окна которой были распахнуты настежь, чтобы впустить благоухающий южный ветерок. Моя матушка сидела в углу, занятая изящным рукоделием, и время от времени мурлыкала какую-нибудь прописную истину, которую дорогая старая душа искренне считала совершенно оригинальной мыслью, основанной исключительно на ее собственном жизненном опыте. Фанни и молодой лейтенант ворковали на диване, в то время как Чарли нетерпеливо расхаживал по комнате. Я сидела у окна, мечтательно глядя на бескрайние просторы Дартмура, которые простирались до самого горизонта, багряные и пылающие в лучах заходящего солнца, за исключением тех мест, где суровые гранитные скалы резко выделялись на алом фоне. «Послушай», — заметил Чарли, подходя ко мне к окну, — «кажется преступлением растрачивать впустую такой вечер». «Да к черту этот вечер», — отозвался Джек Дейсби. «Ты вечно приносишь себя в жертву погоде. Мы с Фанни не собираемся двигаться с этого дивана, правда ведь, Фан?» Молодая леди заявила о своем намерении остаться, поудобнее устроившись среди подушек и бросив вызывающий взгляд на брата. «Любовные нежности — штука деморализующая, не так ли, Лотти?» Со смехом обратился ко мне Чарли. «Ужасно деморализующая», — ответила я. Подумать только, ведь я помню этого Дейсби, когда он был таким же подвижным молодым малым, как и любой в Диваншире. И посмотри на него сейчас. Фанни, Фанни, за многое тебе придется держать ответ. «Не обращай на него внимания, дорогая», — подала голос матушка из своего угла. И все же мой опыт всегда показывал, что умеренность — прекрасная вещь для молодых людей. Бедный дорогой Николас тоже так считал. Он ни за что не ложился спать вечером, пока не перепрыгнет через весь коврик перед камином. Я часто говорила ему, что это опасно, но он упорствовал, пока в один прекрасный вечер не упал на каминную решетку и не порвал мышцу на ноге. Из-за этого он хромал до конца своих дней, ведь доктор Пирсон принял травму за перелом кости и наложил шины, что привело к потере подвижности в колене. Поговаривали, что доктор в то время был сам не свой от беспокойства, вызванного тем, что его младшая дочь проглотила полпенни, и именно это послужило причиной его ошибки. У моей матушки была любопытная манера плыть по течению в разговоре и время от времени резко уходить в сторону. Из-за этого бывало довольно трудно вспомнить ее первоначальную мысль. В этот раз, однако, Чарли сохранил ее слова в памяти как совет, который можно применить незамедлительно. «Прекрасная вещь, как вы и говорите, госпожа Андервуд», — заметил он. «А мы сегодня еще ни разу не выходили. Послушай, Лотти, у нас есть еще час светового дня.
Как насчет того, чтобы спуститься к воде и попробовать поймать форель, если твоя мама не против? «Повяжи что-нибудь на шею, дорогая», — вымолвила матушка, чувствуя, что ее перехитрили. «Хорошо, мамочка», — ответила я. «Я только сбегаю наверх и надену шляпку». «И мы прогуляемся обратно в сумерках», — крикнул вслед Чарли, когда я направлялась к двери. Спустившись, я обнаружила своего возлюбленного, который с нетерпением дожидался меня в прихожей со своей рыболовной корзиной. Мы вместе пересекли лужайку и прошли мимо открытых окон гостиной, откуда на нас глядели 3 лукавые физиономии. «Любовные нежности — ужасно деморализующая штука», — заметил Джек, задумчиво разглядывая облака. «Кошмарная», — поддакнула Фанни, и все 3 расхохотались. Они смеялись до тех пор, пока не разбудили спящего полковника. Нам было слышно, как они пытались объяснить шутку этому незаслуженно обиженному ветерану, который, по всей видимости, упрямо отказывался ее понимать. Мы вместе спустились по извилистому переулку и прошли через маленькую деревянную калитку, которая ведет на Тавистокскую дорогу. Выйдя на нее, Чарли на мгновение остановился, словно в нерешительности, куда повернуть. Если бы мы только знали, что от этого пустякового вопроса зависела наша судьба. «Пойдем к реке, дорогая?» — спросил он, «или попробуем удачу на одном из ручьев на торфянниках?» «Как тебе больше хочется», — ответила я. «Что ж, я предлагаю пойти через торфянники. Так обратный путь будет длиннее», — добавил он, с любовью глядя сверху вниз на укутанную в белую шаль хрупкую фигурку рядом с ним. Ручей, о котором шла речь, протекает по самой безлюдной части здешних мест. Если идти по тропе, до него от Тойнби-Холла несколько миль. Но мы оба были молоды и полны сил, а потому зашагали прямиком через пустошь, не обращая внимания на камни и кусты утесника. За время нашей уединенной прогулки мы не встретили ни единой живой души, кроме нескольких тощих диванширских овец. Они печально смотрели на нас и какое-то время шли следом, словно им было любопытно, что вообще могло заставить нас вторгнуться в их владение. Смеркалось, когда мы наконец добрались до маленького ручья, который журчанием сбегает по крутому ущелью и извивается дальше, впадая в Плимутский канал. Над нами высились 2 огромные каменные скалы, между которыми сочилась вода, образуя внизу глубокий тихий омут. Это место всегда было любимым у Чарли. Днем оно выглядело довольно приветливо, но теперь, когда восходящая луна отражалась в его зеркальной глади, а нависающие утесы отбрасывали мрачные тени, оно казалось каким угодно, только не подходящим для приятной прогулки. «Пожалуй, дорогая, я все-таки не стану рыбачить», — сказал Чарли, когда мы присели вместе на замшелый склон. «Какое-то здесь мрачное место, правда?» «Очень», — ответила я, содрогнувшись. «Мы просто немного отдохнем и пойдем обратно по тропинке». «Ты дрожишь. Тебе ведь не холодно?» «Нет», — ответила я, пытаясь сохранить мужество, «мне не холодно, но мне как-то не по себе, хотя это и глупо с моей стороны». «Клянусь Юпитером», — воскликнул мой возлюбленный. Я этому ничуть не удивляюсь, потому что и сам чувствую какое-то уныние. Этот шум воды похож на предсмертное клокотание в горле угасающего человека. «Не надо, Чарли, ты меня пугаешь». «Ну же, дорогая, мы не должны поддаваться хандре», — сказал он со смехом, пытаясь меня успокоить. «Давай убежим из этого склепа и... посмотри. Взгляни. Боже милостивый. Что это такое?» Чарли отпрянул назад и с побледневшим лицом уставился куда-то вверх. Я проследила за направлением его взгляда и едва сдержала крик.
Я уже упоминала, что омут, у которого мы стояли, находился у подножия дикой каменной гряды. На вершине этого холма, примерно в 60 футах над нашими головами, стояла высокая темная фигура, которая, по всей видимости, пристально вглядывалась вниз, в ту самую суровую лощину, где находились мы. Луна как раз поднималась над гребнем позади него, и изможденные, угловатые очертания незнакомца резко и четко выделялись на фоне ее серебристого сияния. Было что-то жуткое в этом внезапном и безмолвном появлении одинокого странника, особенно в сочетании с таинственным характером окружающего пейзажа. Я в безмолвном ужасе прижалась к своему возлюбленному и уставилась на застывшую над нами темную фигуру. «Эй, послушайте, сударь!» — крикнул Чарли, переходя от страха к гневу, как это обычно бывает у англичан. «Кто вы такой и какого черта вы там делаете?» «А!» «Я так и думал», — произнес человек, наблюдавший за нами, и исчез с вершины холма. Мы услышали, как он пробирается среди осыпающихся камней, и в следующее мгновение он вышел к берегу ручья и остановился прямо перед нами. Каким бы причудливым ни казался его облик, когда мы впервые его заметили, близкое знакомство лишь усилило это впечатление, а не рассеяло его. Луна, светившая прямо на него, озаряла длинное, худое лицо мертвенно-бледного цвета. Этот эффект становился еще сильнее из-за контраста с кричащей зеленым галстуком, который был на нем завязан. Шрам на его щеке зажил уродливо и стянул кожу у самого края губ, отчего все его лицо принимало крайне искаженное выражение, особенно когда он улыбался. Рюкзак за плечами и крепкий посох в руке выдавали в нем туриста, в то время как непринужденное изящество, с которым он приподнял шляпу, заметив присутствие дамы, показывало, что он вполне может претендовать на светские манеры человека, знающего толк в приличиях. Было что-то в его угловатых пропорциях и бескровном лице, в сочетании с черным плащом, развивавшимся на плечах, что непреодолимо напоминало мне разновидность летучих мышей-вампиров, которую Джек Дейсби привез из Японии в свое прошлое плавание и которая наводила ужас на всю прислугу в Тойнби. «Простите мое вторжение», — проговорил он с легким иностранным картавым акцентом, который придавал его голосу своеобразную красоту. «Мне пришлось бы ночевать на пустоши, если бы мне не повезло встретить вас». «Черт побери, любезный!» — бросил Чарли. «Почему вы не могли крикнуть или как-то предупредить? Вы изрядно напугали мисс Андервуд, когда внезапно появились там, наверху». Незнакомец еще раз приподнял шляпу, извиняясь передо мной за то, что так сильно меня напугал. «Я джентльмен из Швеции», — продолжил он с этой своей особенной интонацией, «и осматриваю ваши прекрасные края. Позвольте представиться, доктор Октавиус Гастер. Возможно, вы подскажете мне, где я мог бы переночевать и как выбраться из этих мест, которые воистину огромны». «Вам очень повезло, что вы встретили нас», — сказал Чарли. «Найти дорогу на этой пустоши — дело непростое». «В это я охотно верю», — заметил наш новый знакомый. «Бывали случаи, когда чужестранцев находили здесь мертвыми», — продолжил Чарли. «Они терялись, а потом ходили кругами, пока не падали от усталости». «Ха-ха», — рассмеялся швед. «Уж если я не пропал, когда меня носило в открытой лодке от мыса Бланка до Канарских островов, то на английской пустоши я точно не умру с голоду. Но в какую сторону мне повернуться, чтобы найти гостиницу?» «Послушайте», — сказал Чарли, чей интерес был подогрет намеком незнакомца и который в любое время оставался самым простодушным и отзывчивым человеком. «Кругом на много миль нет ни одного постоялого двора. И я осмелюсь предположить, что вы и так уже провели на ногах целый день. Идемте к нам домой, мой отец,
полковник, будет очень рад принять вас и найдет для вас свободную кровать. Как мне отблагодарить вас за такую великую доброту? Ответил путешественник. Воистину, когда я вернусь в Швецию, мне будет что порассказать об англичанах и об их гостеприимстве. Пустяки. Бросил Чарли. Идемте, надо выдвигаться немедленно, потому что мисс Андервуд замерзла. Закутайся хорошенько в шаль, Лотти, и мы мигом будем дома. Мы шли в молчании, спотыкаясь и стараясь как можно ближе держаться неровной тропинки. Иногда мы теряли ее, когда облако наплывало на лик луны, а затем находили снова, как только возвращался свет. Незнакомец казался погруженным в свои мысли, но 1 или 2 раза у меня возникло ощущение, что он пристально разглядывает меня сквозь темноту, пока мы шагали бок о бок. «Значит», — заговорил наконец Чарли, нарушая тишину, «вас носило по волнам в открытой лодке, верно?» «Ах, да», — ответил незнакомец. «Много дивных зрелищ я повидал и много опасностей перенес, но ни одна не была хуже той. Впрочем, это слишком печальная тема для женских ушей. Барышня сегодня уже и так была напугана». «А, вам не стоит бояться напугать меня сейчас», — сказала я, опираясь на руку Чарли. На самом деле рассказывать почти нечего, и все же это грустно. Мы с моим товарищем, Карлом Асгудом из Упсалы, затеяли торговое предприятие. Немногие белые люди бывали среди кочующих мавров у мыса Бланка, но мы тем не менее отправились туда и несколько месяцев жили безбедно, продавая то одно, то другое и собрав много слоновой кости и золота. Это странная страна, где нет ни деревьев, ни камней, так что хижины там строят из морских водорослей. Наконец, как раз тогда, когда мы скопили, как нам казалось, достаточно, мавры сговорились убить нас и напали на нас ночью. Нас предупредили слишком поздно, но мы успели добежать до берега, спустили на воду каноэ и вышли в море, оставив все позади. Мавры преследовали нас, но потеряли в темноте, а когда рассвело, земля уже скрылась из виду. Ближайшим местом, где мы могли надеяться найти пропитание, были Канарские острова, и мы направились туда. Я добрался живым, хотя был очень слаб и рассудок мой мутился, но бедный Карл умер за день до того, как мы увидели острова. Я ведь предупреждал его. Я не могу винить себя в случившемся. Я сказал ему: «Карл, те силы, которые ты можешь получить, если съешь их, с избытком поглотятся той кровью, которую ты потеряешь». Он посмеялся над моими словами, выхватил нож у меня из-за пояса, отрезал их и съел. И он умер. «Съел что?» — спросил Чарли. «Свои уши», — ответил незнакомец. Мы оба в ужасе обернулись к нему. На его мертвенно-бледном лице не было и намека на улыбку или шутку. «Он был из тех, кого вы называете упрямцами», — продолжил швед. «Но ему следовало бы соображать получше, прежде чем делать подобные вещи. Если бы он только задействовал свою волю, он остался бы жив, как и я». «И вы думаете, что человеческая воля способна уберечь от чувства голода?» — спросил Чарли. «А чего она не способна сделать?» Отозвался Октавиус Гастер и снова погрузился в молчание, которое не прерывалось вплоть до нашего прибытия в Тойнби-холл. Наше отсутствие вызвало немалую тревогу, и Джек Дейсби как раз собирался отправиться на наши поиски вместе с Тревором, другом Чарли. Поэтому они были в восторге, когда мы вошли к ним, и немало изумились при виде нашего спутника. «Где, черт возьми, вы откопали этот подержанный труп?» — спросил Джек, отведя Чарли в сторону, в курительную комнату. «Помолчи, приятель, он же услышит тебя», — проворчал Чарли. «Он шведский доктор, путешествует,
И вообще чертовски славный малый. Он плыл в открытой лодке из этого, как его, в другое место. Я предложил ему переночевать у нас. «Ну, все, что я могу сказать», — заметил Джек, «так это то, что его внешность точно не принесет ему богатства». Ха-ха. Очень хорошо. Очень хорошо. Рассмеялся объект этого замечания, спокойно заходя в комнату, к полному замешательству моряка. «Нет, как вы и говорите, в этой стране моя внешность точно не принесет мне богатства», и он ухмыльнулся, да так, что из-за безобразного разреза у самого уголка рта он стал похож скорее на отражение в разбитом зеркале, чем на что-либо еще. «Поднимитесь наверх и умойтесь, я могу одолжить вам пару тапочек», — сказал Чарли и поспешно увел гостя из комнаты, чтобы положить конец этой довольно неловкой ситуации. Полковник Пиллар был самим воплощением гостеприимства и встретил доктора Гастера так радушно, словно тот был старым приятелем семьи. «Клянусь честью, сударь», — сказал он, — «этот дом в вашем распоряжении. И пока у вас есть желание оставаться, милости просим. У нас тут довольно тихо, так что новый гость — это просто находка». Моя матушка держалась чуть более сдержанно. «Весьма эрудированный молодой человек, Лотти», — заметила она мне. «Но мне бы хотелось, чтобы он почаще моргал. Не люблю смотреть на людей, которые никогда не моргают». И все же, дорогая, жизнь преподала мне один важный урок. Внешность человека имеет ничтожно малое значение по сравнению с его поступками. После этого совершенно нового и на редкость оригинального замечания матушка поцеловала меня и оставила наедине с моими мыслями. Каким бы ни был доктор Октавиус Гастер физически, в обществе он определенно имел успех. Следующему дню он настолько прочно утвердился в качестве члена семьи, что полковник и слышать не желал о его отъезде. Он поражал всех широтой и разнообразием своих познаний. Он мог рассказать ветерану о Крымской войне гораздо больше, чем тот знал сам. Моряку он поведал много нового о побережье Японии и даже померился силами с моим атлетичным возлюбленным в вопросах гребли, рассуждая о рычагах первого рода, неподвижных точках и точках опоры до тех пор, пока несчастный студент Кембриджа не счел за благо сменить тему. И все же все это делалось настолько скромно и даже почтительно, что никто не мог обидеться на то, что его превзошли на его собственном поприще. Во всем, что он говорил и делал, чувствовалась скрытая сила, которая производила очень глубокое впечатление. Я помню один случай, подтверждающий это, который в то время поразил нас всех. У Тревора был необычайно свирепый бульдог. Как бы сильно он не любил своего хозяина, он яростно отвергал любые вольности со стороны остальных членов нашей компании. Можно легко представить, что это животное не пользовалось особой популярностью. Но поскольку пес был гордостью сердца студента, мы согласились не прогонять его насовсем, а запирать на конюшне и обходить стороной. С самого первого дня пес, похоже, проникся решительным отвращением к нашему гостю и скалил все клыки, стоило тому приблизиться. На второй день его визита мы всей компанией проходили мимо конюшни, когда рычание зверя внутри привлекло внимание доктора Гастера. «Ха!» — воскликнул он. «Это ведь та ваша собака, господин Тревор, верно?» «Да, это Таузер», — подтвердил Тревор. «Это бульдог, как я понимаю?» «Тот самый, кого на континенте называют национальным животным Англии?» «Чистокровный», — с гордостью отозвался студент. «Они уродливые животные, очень уродливые. Не могли бы вы зайти в конюшню и спустить его с цепи, чтобы я мог рассмотреть его во всей красе? Жаль держать в неволе существо столь сильное и полное жизни». «Он довольно кусачий», — заметил Тревор с лукавым выражением глаз.
Но я полагаю, вы не боитесь собак? Боюсь. Нет. С чего бы мне бояться? Лукавый взгляд на лице Тревора стал еще заметнее, когда он открыл дверь конюшни. Я услышала, как Чарли пробормотал ему что-то о том, что шутка заходит слишком далеко, но ответ приятеля потонул в глухом рычании, доносившемся изнутри. Мы все отступили на приличное расстояние, в то время как Октавиус Гастер остался стоять в открытом дверном проеме с выражением легкого любопытства на своем бледном лице. И вот те точки, что я вижу, такие яркие и красные в темноте, это его глаза? Спросил он. Они самые, ответил студент, наклоняясь и расстегивая ремень ошейника. Иди сюда. Позвал Октавиус Гастер. Рычание собаки внезапно перешло в затяжной жалобный скулёж, и вместо яростного броска, которого мы все ожидали, пес зашуршал соломой, словно пытаясь забиться в самый дальний угол. «Что за черт с ним такое?» — воскликнул озадаченный хозяин. «Иди сюда», — повторил Гастер резким металлическим тоном, в котором звучали неописуемые нотки абсолютной власти. «Иди сюда». К нашему изумлению, пес выбежал наружу и остановился у его ног. Но выглядел он при этом настолько непохожим на обычно дрочливого таузера, насколько это вообще можно вообразить. Его уши были опущены, хвост безжизненно повис, и весь его вид представлял собой картину крайнего собачьего унижения. «Очень славный пес, но на редкость смирный», — заметил швед, поглаживая его. «А теперь, сударь, ступайте назад». Животное развернулось и поплелось обратно в свой угол. Мы услышали звяканье цепи, которую пристегивали к ошейнику, и в следующее мгновение Тревор вышел из дверей конюшни с кровью, капающей с его пальца. «Проклятая тварь!» — бросил он. Не знаю, что на него нашло. Он у меня уже 3 года, и еще ни разу меня не кусал. Мне показалось, я не могу утверждать это наверняка, но мне показалось, что шрам на лице нашего гостя судорожно дернулся, выдавая желание рассмеяться. Оглядываясь назад, я думаю, что именно с этого момента я начала испытывать странный, необъяснимый страх и неприязнь к этому человеку. Неделя шла за неделей, и день, назначенный для моей свадьбы, стал приближаться. Октавиус Гастер все еще оставался гостем в Тойнби-холл. Более того, он настолько втерся в доверие к хозяину дома, что любой намек на отъезд этот достойный воин поднимал на смех. «Вы приехали сюда, сударь, и здесь вы и останетесь. Клянусь Юпитером, вы останетесь». На это Октавиус лишь улыбался, пожимал плечами и бормотал что-то о прелестях диваншира, что обеспечивало полковнику хорошее настроение на весь оставшийся день. Мы с моим дорогим Чарли были слишком поглощены друг другом, чтобы обращать большое внимание на занятия путешественника. Иногда во время наших прогулок по лесу мы натыкались на него, когда он сидел и читал в самых уединенных местах. Он всегда прятал книгу в карман, едва завидев наше приближение. Однако помню, как в один из дней мы набрели на него так внезапно, что том все еще лежал открытым перед ним. «А, Гастер», — сказал Чарли, — «учитесь, как обычно». «Ну и книжный червь же вы». «Что это за книга?» «А, на иностранном языке». «Шведский, полагаю». «Нет, это не шведский», — ответил Гастер. «Это арабский». «Не хотите ли вы сказать, что знаете арабский?» «А, очень хорошо». «Воистину очень хорошо». «И о чем же она?» — спросила я, перелистывая страницы замшелого старого тома. Ни о чем таком, что могло бы заинтересовать столь юное и прекрасное создание, как вы, мисс Андервуд,
ответил он, глядя на меня так, как в последнее время стало для него привычным. В ней говорится о тех временах, когда разум был сильнее того, что вы называете материей. Когда жили великие духи, способные существовать без наших грубых тел и подчиненить все вокруг своей всемогущей воли. Понятно, что-то вроде истории с привидениями, заметил Чарли. Ну, прощайте. Не будем отвлекать вас от занятий. Мы оставили его сидеть в маленькой лощине, по-прежнему поглощенного своим мистическим трактатом. Должно быть, это было лишь воображение, но когда через полчаса я внезапно обернулась, мне показалось, будто я увидела, как его знакомый силуэт быстро скользнул за дерево. Я сказала об этом Чарли, но он лишь поднял мои страхи на смех. Я только что упомянула об особенной манере, с которой этот человек, Гастер, смотрел на меня. Его глаза, казалось, теряли свое привычное стальное выражение, когда он делал это, и смягчались, становясь почти ласковыми. Они словно странным образом влияли на меня, потому что я всегда могла определить, даже не глядя на него, когда его взор был устремлен на меня. Иногда мне чудилось, что эта мысль была вызвана просто расстройством нервной системы или болезненным воображением. Однако матушка рассеяла это заблуждение. «Знаешь», — сказала она, войдя однажды вечером в мою спальню и осторожно прикрыв за собой дверь, «если бы эта мысль не была столь совершенно нелепой, Лотти, я бы сказала, что этот доктор безумно в тебя влюблен». «Глупости, мама!» — воскликнула я, чуть не выронив свечу от потрясения при этой мысли. «Я действительно так думаю, Лотти», — продолжала матушка. «У него есть манера смотреть, которая очень напоминает взгляд твоего бедного дорогого отца, Николаса, до того, как мы поженились. Что-то в этом роде, понимаешь?» И старая леди бросила совершенно сокрушенный взгляд на столбик кровати. «А теперь ложись спать», — сказала я, и выброси с головы эти странные мысли. Полно тебе, бедный доктор Гастер знает о моей помолвке не хуже твоего. «Время покажет», — произнесла старая леди, покидая комнату, а я легла в постель с ее словами, все еще звенящими у меня в ушах. Определенно, это странно, но именно в ту самую ночь трепет, который я уже научилась хорошо распознавать, пронзил меня и пробудил ото сна. Я тихонько прокралась к окну и выглянула сквозь планки жалюзи. Там, на гравийной дорожке, стояла изможденная, похожая на вампира фигура нашего шведского гостя, который, судя по всему, пристально смотрел на мое окно. Возможно, он заметил движение жалюзи, потому что, закурив сигарету, принялся прохаживаться взад и вперед по аллее. Я заметила, что на следующее утро за завтраком он изо всех сил старался объяснить тот факт, что ночью ему не спалось, и он успокаивал нервы короткой прогулкой и курением. В конце концов, когда я принялась размышлять об этом спокойно, моя неприязнь к этому человеку и недоверие к нему зиждились на весьма скудных основаниях. Человек вполне мог иметь странное лицо, увлекаться причудливой литературой и даже благосклонно посматривать на обрученную барышню, не будучи при этом особо опасным членом общества. Я говорю это для того, чтобы показать, даже до того момента я была совершенно непредвзята и свободна от предубеждений в своем мнении об Октавиусе Гастере. «Послушайте», — заметил как-то утром лейтенант Дейсби. «Что вы думаете о том, чтобы устроить сегодня пикник?» «Превосходно!» В один голос воскликнули все. «Видите ли, поговаривают, что скоро старый Шарк снова введут в строй, да и Тревору пора возвращаться к своей учебе. Нам стоит втиснуть как можно больше веселья в оставшееся время». «Что это такое вы называете кикпик?» — спросил доктор Гастер. «Это еще одно наше английское обыкновение, которое вам предстоит изучить», — сказал Чарли.
Это наш вариант праздника на лоне природы. Ах, понимаю. Это будет очень мило. Согласился швед. Есть с полдюжины мест, куда мы могли бы отправиться, продолжил лейтенант. Скала влюбленных, или Черный холм, или аббатство Бирферис. Последнее лучше всего, сказал Чарли. Нет ничего лучше развалин для пикника. Что ж, пускай будет аббатство. Как далеко оно находится? 6 миль, ответил Тревор. 7 по дороге, заметил полковник с военной точностью. Госпожа Андервуд и я останемся дома, а вы все поместитесь в открытый экипаж. Вам придется присматривать друг за другом. Вряд ли нужно говорить, что это предложение также было принято единогласно. «Отлично», — подытожил Чарли. «Я распоряжусь, чтобы повозку подали через полчаса, так что вам лучше поторопиться. Нам понадобится лосось, салат, вареные яйца, выпивка и масса других вещей. Я возьму на себя алкогольный отдел. Что сделаешь ты, Лотти?» «Я позабочусь о посуде», — ответила я. «Я возьму рыбу», — вызвался Дейсби. «А я — овощи», — добавила Фанни. «А что сделаете вы, Гастер?» — спросил Чарли. «Воистину», — проговорил швед своим странным музыкальным голосом, «для меня осталось не так уж много дел. Однако я могу ухаживать за дамами, а также могу приготовить то, что вы называете салатом. В последнем качестве вы будете пользоваться куда больше популярностью, чем в первом», — со смехом заметила я. «Ах, вот как вы говорите!» Воскликнул он, резко обернувшись ко мне и покраснев до самых корней своих льняных волос. «Да. Ха-ха. Очень хорошо». И с каким-то нескладным, диковатым смехом он размашистым шагом вышел из комнаты. «Послушай, Лотти», — укоризненно заметил мой возлюбленный, — «ты задела чувство этого малого». «Я, право же, не хотела», — ответила я. «Если хочешь, я пойду за ним и извинюсь». «Оставь его в покое», — бросил Дейсби. «Человек с такой физиономией не имеет права быть столь обидчивым. Никуда не денется, отойдет». Действительно, у меня не было ни малейшего намерения обидеть Гастера, и все же мне было больно от того, что я его расстроила. Уложив ножи и тарелки в большую корзину для пикника, я увидела, что остальные все еще заняты своими делами. Момент казался подходящим для того, чтобы извиниться за мою опрометчивую реплику, поэтому, ничего никому не сказав, я незаметно выскользнула из комнаты и побежала по коридору в сторону покоев нашего гостя. Должно быть, я бежала очень легко, а может, дело было в богатых толстых коврах Тойнби-холла, но господин Гастер явно не услышал моего приближения. Дверь в его комнату была распахнута. Когда я подошла и увидела его внутри, в его облике было нечто настолько странное, что я замерла, буквально окаменев на мгновение от изумления. В руке он держал небольшой клочок газеты. Он читал его, и это чтение, по всей видимости, доставляло ему немалое удовольствие. В этом его веселье было что-то жуткое, хотя все его тело содрогалось, словно от хохота, с его губ не сорвалось ни единого звука. На его лице, которое было наполовину повернуто ко мне, застыло выражение, какого я никогда прежде у него не видела. Я могу описать его только как дикое, свирепое ликование. Как раз в тот момент, когда я уже достаточно пришла в себя, чтобы сделать шаг вперед и постучать в дверь, он вдруг, издав последний конвульсивный беззвучный смешок, швырнул обрывок бумаги на стол и поспешно вышел через другую дверь своей комнаты, которая вела через бильярдную в прихожую. Я услышала, как его шаги затихли вдали, и еще раз заглянула к нему в комнату.
Что же это за шутка, которая смогла растрогать до веселья столь сурового человека? Должно быть, какой-то шедевр юмора. Существовала ли на свете хоть одна женщина, чьи принципы оказались бы сильнее ее любопытства? Осторожно оглядевшись по сторонам, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет, я скользнула в комнату и осмотрела бумагу, которую он только что читал. Это была вырезка из английской газеты. Ее, очевидно, долго носили с собой и часто перечитывали, потому что местами текст стал почти неразличим. Однако, насколько я могла судить, в ее содержании было крайне мало поводов для смеха. Она гласила, если мне не изменяет память, следующее. Внезапная смерть в доках. Капитан парусно-парового судна «Ольга», прибывшего из Тромсберга, в среду днем был найден мертвым в своей каюте. Покойный, судя по всему, отличался буйным нравом и часто ссорился с судовым врачом. В этот злополучный день он вел себя еще более вызывающе, чем обычно, заявляя, будто врач является чернокнижником и дьяволопоклонником. Последний удалился на палубу, чтобы избежать дальнейших нападок. Вскоре после этого стюарду понадобилось войти в каюту, и он обнаружил капитана распростертым на столе совершенно мертвым. Смерть приписывают болезни сердца, усугубленной чрезмерной вспышкой гнева. Дознание состоится сегодня. И именно эту газетную заметку этот странный человек счел верхом остроумия. Я поспешила вниз, охваченная изумлением, в котором преобладало отвращение. Однако я была настолько справедлива, что мрачная догадка, которая с тех пор так часто приходила мне в голову, в тот миг ни разу не коснулась моего разума. Я смотрела на него как на любопытную и довольно отталкивающую загадку, и ничего более. Когда мы встретились на пикнике, все воспоминания о моих неосторожных словах, казалось, полностью испарились из его памяти. Он был по-прежнему любезен, его салат признали настоящим кулинарным шедевром, а его причудливые шведские песенки и рассказы о самых разных краях и странах то заставляли нас трепетать, то забавляли. Однако уже после обеда беседа перешла на тему, которая, судя по всему, обладала особым очарованием для его дерзкого ума. Я уже не помню, кто именно поднял вопрос о сверхъестественном. Кажется, это был Тревор, рассказавший какую-то историю о розыгрыше, который он устроил в Кембридже. Эта история произвела на Октавиуса Гастера странное впечатление. Он бурно размахивал своими длинными руками, разражаясь страстными обличениями в адрес тех, кто смеет сомневаться в существовании невидимого мира. «Скажите мне», — заговорил он, поднимаясь со своего места в порыве волнения, «у кого из вас хоть раз подводило то, что вы называете инстинктом?» Дикая птица повинуется инстинкту, который указывает ей на одинокую скалу среди бескрайнего моря, где она может отложить яйцо, и разве она обманывается? Ласточка летит на юг с приближением зимы, и разве инстинкт хоть раз увел ее по ложному пути? Так почему же этот инстинкт, который говорит нам о невидимых духах вокруг нас и который пронизывает каждого неискушенного ребенка и каждое самое дикое племя, должен быть ошибочным? Я утверждаю, никогда. «Давай, Гастер, жги!» — крикнул Чарли. «Переведи дух и выдай еще порцию», — поддакнул моряк. «Нет, никогда», — повторил швед, не обращая внимания на наше веселье. «Мы видим, что материя существует отдельно от разума. Так почему же разуму не существовать отдельно от материи?» «Сдаюсь», — бросил Дейсби. «Разве у нас мало тому доказательств?» Продолжал Гастер, и его серые глаза лихорадочно блестели от возбуждения. Кто читал книгу Штайнберга о духах или труд знаменитой американки, госпожи Кроу, разве может в этом сомневаться?
Разве Густав фон Шпее не встретил своего брата Леопольда на улицах Страсбурга, при том, что этот самый брат утонул в Тихом океане за 3 месяца до этого? Разве хоум-спиритист средь бела дня не парил над крышами домов в Париже? Кто из вас не слышал вокруг себя голоса мертвых? Я сам. Ну же, а что вы сами? В один голос выдохнули сразу несколько человек. «Эх, это пустяки, неважно», — произнес он, проведя рукой по лбу и явно с трудом сдерживая себя. «Воистину, наш разговор слишком мрачен для такого дня». И несмотря на все наши усилия, нам так и не удалось выведать у Гастера ни единого рассказа о его собственном столкновении со сверхъестественным. Это был веселый день. То обстоятельство, что наша компания скоро должна была разъехаться, заставляло каждого вносить максимальный вклад во всеобщее развлечение. Было решено, что сразу после предстоящего состязания по стрельбе Джек вернется на свой корабль, а Тревор — в университет. Что же касается Чарли и меня, то мы должны были превратиться в степенную и добропорядочную супружескую пару. Стрелковый поединок был одной из главных тем наших разговоров. Стрельба всегда была страстью Чарли. Он был капитаном роберовского отряда деванширских добровольцев, который гордился несколькими лучшими стрелками графства. Им предстояло соревноваться с отборной командой кадровых военных из Плимута, и поскольку соперники были весьма достойными, исход дела считался непредсказуемым. Чарли явно спал и видел, как они победят, и долго, во всеуслышание рассуждал об их шансах. «Стрельбище находится всего в миле от Тойнби-Холла», — говорил он, «так что мы все поедем туда, и вы сами увидите это зрелище». «Ты принесешь мне удачу, Луи», — прошептал он мне на ухо, «я знаю, что принесешь». «А, мой бедный, потерянный любимый. Если бы я только знала, какую удачу я тебе принесу». Было одно темное облако, омрачавшее яркость того счастливого дня. Я больше не могла скрывать от себя тот факт, что подозрения матушки были совершенно верны и что Октавиус Гастер любит меня. На протяжении всей прогулки его знаки внимания были самыми настойчивыми, а его глаза почти ни на миг не отрывались от меня. В самой манере его речи тоже было нечто такое, что говорило громче всяких слов. Я была как на иголках из-за страха, как бы Чарли этого не заметил, ведь я знала его горячий нрав. Но мысль о подобном предательстве никогда не могла прийти в честное сердце моего возлюбленного. Один раз он действительно взглянул на нас с легким удивлением, когда швед настоял на том, чтобы забрать у меня папоротник, который я несла. Однако это выражение тут же сменилось улыбкой при виде того, что он счел обычным бурным добродушием Гастера. Моим собственным чувством во всем этом деле была лишь жалость к несчастному чужестранцу и скорбь от того, что я стала причиной его несчастья. Я думала о том, какой пыткой, должно быть, является для такого дикого, неистового духа, как его страсть, гложущее сердце, страсть, которую честь и гордость одинаково запрещают ему когда-либо облечь в слово. Увы. Я не приняла в расчет полное безрассудство и беспринципность этого человека. И мне не пришлось долго оставаться в неведении. В самом конце сада была маленькая беседка, заросшая жимолостью и плющом, которая уже давно стала любимым местом для нас с Чарли. Она была вдвойне дорога нам потому, что именно здесь во время моего прежнего приезда между нами впервые прозвучали слова любви. После обеда, на следующий день после пикника, я по своему обыкновению прогулялась до этого маленького летнего домика. Здесь я привыкла дожидаться, пока Чарли, докурив сигару с остальными джентльменами, спустится и присоединится ко мне. В тот конкретный вечер его не было дольше обычного. Я с нетерпением ждала его прихода, то и дело подходя к дверям, чтобы посмотреть, нет ли каких-нибудь признаков его приближения.
Я только успела снова присесть после одной из таких бесплодных попыток, как вдруг услышала стук мужских шагов по гравию, и из кустов показался чей-то силуэт. Я вскочила с радостной улыбкой, которая тут же сменилась выражением замешательства и даже страха, когда я увидела изможденное, бледное лицо Октавиуса Гастера, заглядывающего внутрь. Определенно, в его действиях было нечто такое, что внушило бы недоверие любому человеку на моем месте. Вместо того, чтобы поздороваться, он оглядел сад взад и вперед, словно желая убедиться, что мы находимся в полном одиночестве. Затем он, крадучись, вошел в беседку и сел на стул так, что оказался прямо между мной и дверным проемом. «Не бойтесь», — сказал он, заметив мое испуганное выражение лица. «Бояться нечего. Я пришел лишь для того, чтобы поговорить с вами». «Вы не видели господина Пиллера?» — спросила я, изо всех сил стараясь казаться непринужденной. «Ха! Видел ли я вашего Чарли?» — ответил он с явной усмешкой на последних словах. «Вы так сильно жаждете его прихода? Разве никто, кроме Чарли, не может поговорить с тобой, крошка?» «Господин Гастер», — произнесла я, — «вы забываетесь». «Все Чарли, Чарли, вечно Чарли», — продолжал швед, не обращая внимания на мои слова. «Да, я видел Чарли. Я сказал ему, что вы ждете его на берегу реки, и он полетел туда на крыльях любви». «Зачем вы сказали ему эту ложь?» — спросила я, все еще пытаясь не терять самообладание. «Чтобы я мог увидеть вас. Чтобы я мог поговорить с вами. Неужели вы так сильно любите его? Разве мысль о славе, богатстве и власти, превышающих все, что только может вообразить разум, не способна отвратить вас от этого вашего первого девичьего увлечения? Бегите со мной, Шарлотта, и все это, и даже больше, станет вашим. Идемте». И он протянул свои длинные руки в страстной мольбе. Даже в то мгновение в моей голове промелькнула мысль о том, как сильно они похожи на щупальца какого-то ядовитого насекомого. «Вы оскорбляете меня, сударь!» — крикнула я, поднимаясь на ноги. «Вы дорого заплатите за такое обращение с беззащитной девушкой». «Ах, вы так говорите!» — воскликнул он, «но вы вовсе не это имеете в виду. В вашем нежном сердце еще осталась жалость к самому несчастному из людей. Нет, вы не пройдете мимо меня, сначала вы выслушаете меня. Пропустите меня, сударь. Нет. Вы не уйдете отсюда, пока не скажете мне, неужели нет ничего такого, что я мог бы сделать, дабы заслужить вашу любовь. Как вы смеете так говорить?» Почти закричала я, растеряв весь свой страх перед лицом возмущения. «Вы — человек, который является гостем моего будущего мужа. Позвольте мне сказать вам раз и навсегда, прежде я не испытывала к вам ничего, кроме отвращения и презрения, которые вы теперь превратили в самую настоящую ненависть». «Так вот оно как?» Прохрипел он, отшатываясь назад к дверному проему и поднося руку к горлу, словно ему было трудно выговаривать слова. «И моя любовь заслужила лишь ненависть в ответ?» «Ха!» Продолжил он, приблизив свое лицо едва ли не на фут к моему, пока я сжималась, пытаясь скрыться от его стеклянных глаз. «Теперь я знаю. Дело в этом. И он с силой ударил сжатым кулаком по ужасному шраму на своем лице. Девушки не любят такие лица. Я не такой смазливый, загорелый и кудрявый, как этот Чарли, этот безмозглый школьник, это человеческое животное, которого волнует только его забавы да его. «Пропустите меня!» Закричала я, бросаясь к двери. «Нет, ты не уйдешь, не уйдешь.
прошипел он, отталкивая меня назад. Я отчаянно боролась, пытаясь вырваться из его хватки. Его длинные руки, казалось, сковали меня, словно стальные обручи. Я чувствовала, что силы покидают меня, и делала последние отчаянные усилия, чтобы высвободиться, как вдруг какая-то непреодолимая сила сзади оторвала моего мучителя от меня и швырнула его навзничь на гравийную дорожку. Подняв глаза, я увидела в дверях высокую фигуру и широкие плечи Чарли. «Моя бедная дорогая», — сказал он, подхватывая меня на руки. «Посиди здесь, вот тут, в уголке. Теперь опасность миновала. Я вернусь к тебе через минуту». «Не надо, Чарли, не надо», — прошептал я, когда он повернулся, чтобы оставить меня. Но он был глух к моим мольбам и размашистым шагом вышел из беседки. Из того положения, в котором он меня оставил, я не могла видеть ни его противника, но я слышала каждое сказанное слово. «Ах ты, негодяй!» — произнес голос, который я едва могла признать за голос своего возлюбленного. «Так вот почему ты пустил меня по ложному следу?» «Именно поэтому», — ответил чужестранец тоном непринужденного равнодушия. «И вот так ты платишь за наше гостеприимство, адский мерзавец. Да, мы просто развлекаемся в вашей столь прекрасной беседке. Мы. Ты все еще на моей земле и остаешься моим гостем, и я хотел бы сдержать свои руки. Но, клянусь небесами». Чарли теперь говорил очень тихо, прерывистым от ярости голосом. «Зачем же так ругаться? Что в этом такого?» Отозвался томный голос Октавиуса Гастера. «Если ты посмеешь связать имя мисс Андервуд с этим делом и намекнешь, что?» «Намекну?» «Я ни на что не намекаю. Что я говорю, то говорю прямо, чтобы весь мир слышал. Я говорю, что эта столь добродетельная дева сама просила». Я услышала звук тяжелого удара и сильный шаркающий хруст гравия. Я была слишком слаба, чтобы подняться с места, и могла лишь сжать руки и издать слабый крик. «Трус!» — бросил Чарли. «Повтори это еще раз, и я заткну твой рот на всю вечность». Наступила тишина, а затем я услышала, как Гастер заговорил сиплым, странным голосом. «Ты ударил меня», — произнес он. «Ты пустил мне кровь. Да, и я вдарю тебе снова, если ты покажешь свою проклятую физиономию в этих владениях. Не смотри на меня так. Ты ведь не думаешь, что твои фокусы-покусы могут меня напугать?» Необъяснимый ужас охватил меня, когда мой возлюбленный произнес эти слова. Я, покачиваясь, поднялась на ноги и выглянула наружу, опираясь на дверной косяк, чтобы не упасть. Чарли стоял прямо и вызывающе, высоко подняв свою молодую голову, как человек, который гордится делом, за которое сражается. Октавиус Гастер находился напротив него, созерцая его с поджатыми губами и зловещим блеском в жестоких глазах. Из глубокой раны на его губе обильно текла кровь, капая на переднюю часть его зеленого галстука и белого жилета. Он заметил меня в то самое мгновение, как я показалась из беседки. «Ха-ха!» — закричал он с демоническим взрывом смеха. «Она идет. Невеста. Она идет. Дорогу невесте. А, счастливая пара, счастливая пара». И с очередным дьявольским приступом веселья он повернулся и перемахнул через полуразрушенную садовую стену с такой быстротой, что исчез прежде, чем мы успели осознать, что именно он собирается сделать. «А, Чарли», — сказала я, когда мой возлюбленный вернулся ко мне, — «ты ведь ранил его». «Ранил его»,
Надеюсь, что да. Пойдем, дорогая, ты напугана и устала. Он ведь не причинил тебе вреда? Нет, но мне как-то нехорошо, и кружится голова. Идем, мы потихоньку дойдем до дома вместе. Каков подлец. И ведь как хитро, как умышленно все спланировал. Он сказал мне, будто видел тебя внизу у реки, и я уже шел туда, когда встретил молодого Стоукса, сына смотрителя, который возвращался с рыбалки. Тот сказал мне, что там никого нет. И как только Стоукс это произнес, у меня в голове разом промелькнуло 1000 мелочей, и я в то же мгновение так ясно осознал подлость Гастера, что припустил к беседке со всех ног. «Чарли», — произнесла я, сильнее прижимаясь к руке своего возлюбленного, — «я боюсь, что он как-нибудь навредит тебе». Ты видел выражение его глаз перед тем, как он перепрыгнул через стену? «Вздор», — отозвался Чарли. Все эти иностранцы имеют обыкновение хмуриться и свирепо зыркать, когда злятся, но до дела у них доходит редко. «И все же я боюсь его», — печально промолвила я, когда мы вместе поднимались по ступеням, «и лучше бы ты его не бил». «Я и сам так думаю», — согласился Чарли. «Ведь он все-таки был нашим гостем, несмотря на всю свою подлость. Однако, что сделано, то сделано, и тут уж ничего не попишешь, как говаривала кухарка в Пиквикском клубе. Но, право слово, это было выше любых человеческих сил. Я должна бегло пробежаться по событиям следующих нескольких дней. Для меня, по крайней мере, это был период абсолютного счастья. С отъездом Гастера с моей души словно спала тяжелая туча, а уныние, которое давлело над всем домом, полностью рассеялось. Я снова стала той беззаботной девушкой, какой была до приезда чужестранца. Даже полковник позабыл сокрушаться о его отсутствии из-за всепоглощающего интереса к предстоящим стрелковым состязаниям, в которых участвовал его сын. Это было главной темой наших разговоров. Джентльмены вовсю предлагали пари на успех роберовской команды, хотя никто не был настолько беспринципным, чтобы поддержать их соперников, приняв ставку. Джек Дейсби даже смотался в Плимут и заключил пари с какими-то офицерами морской пехоты. Сделал он это столь причудливым образом, что, по нашим подсчетам, в случае победы Робера он проигрывал 17 шиллингов, а при ином исходе оказывался кругом должен на совершенно безнадежные суммы. Мы с Чарли молчаливо условились не упоминать имя Гастера и никак не касаться того, что произошло. На следующее утро после нашей сцены в саду Чарли послал слугу в комнату шведа с распоряжением собрать все вещи, которые тот там найдет, и оставить их в ближайшей гостинице. Однако выяснилось, что все пожитки Гастера уже были вывезены, хотя, как и когда это произошло, осталось для слуг полнейшей загадкой. Я знаю мало мест, которые были бы столь же привлекательны, как стрельбище в Робера. Лощина, в которой оно расположено, имеет в длину около полумили и совершенно ровная, так что мишени можно было расставлять на расстояние от 200 до 700 ярдов. Самые дальние из них казались просто квадратными белыми точками на фоне зеленых склонов холмов позади. Сама лощина является частью огромной пустоши, и ее края, постепенно поднимаясь вверх, теряются в бескрайних диких просторах. Ее симметричный характер наводил воображение на мысль, будто какой-то великан древности вычерпал эту лощину в торфянике титанической ложкой для сыра, но единственная попытка убедила его в полнейшей бесплодности этой почвы. Можно было даже вообразить, будто он бросил отвергнутый образец у самого входа в проделанную им выемку, ибо там имелась изрядная возвышенность. Именно с нее стрелками предстояло вести огонь, и именно туда мы направили свои шаги в тот знаменательный день. Наши соперники прибыли туда раньше нас,
привезя с собой внушительное число флотских и армейских офицеров, в то время как длинная вереница самых разнообразных экипажей показывала, что многие почтенные граждане Плимута воспользовались возможностью устроить своим женам и семьям загородную прогулку на пустоши. На вершине холма было сооружено ограждение для дам и почетных гостей, что вместе с большим шатром и палатками с прохладительными напитками делало зрелище чрезвычайно оживленным. Местные жители пришли во множестве и азартно ставили свои полукроны на местных любимцев, а поклонники кадровых военных с не меньшим энтузиазмом принимали эти ставки. Сквозь всю эту сцену суеты и неразберихи нас благополучно провели Чарли, Джек и Тревор. В конце концов, они устроили нас наподобие временной трибуны, откуда мы могли совершенно спокойно наблюдать за всем происходящим. Вскоре, однако, мы настолько увлеклись великолепным видом, что совершенно перестали замечать денежные споры, толчею и шутки толпы перед нами. Далеко на юге мы видели голубой дым Плимута, кудрями поднимавшийся в спокойный летний воздух, а за ним раскинулось Великое море, простиравшееся до самого горизонта, темное и безбрежное, за исключением тех мест, где какая-нибудь капризная волна прорезала его полосой пены, словно бунтуя против великого умиротворения природы. От маяка Эдистон до мыса Старт вся длинная изрезанная линия Девонширского побережья лежала перед нами как на ладони. Я все еще пребывала в немом восхищении, когда голос Чарли с легким укором вернул меня к действительности. «Послушай, Лотти», — сказал он, — «кажется, тебя все это ни капли не интересует». «Вовсе нет, дорогой», — ответила я. «Просто здесь такие красивые места, а море — это всегда моя слабость. Иди, присядь со мной и расскажи все о состязании. Как нам узнать, побеждаете вы или проигрываете?» «Я только что это объяснял», — улыбнулся Чарли, но готов повторить еще раз. «Сделай милость, мой милый», — попросила я и приготовилась внимательно слушать и запоминать. «Что ж», — начал Чарли, — «в каждой команде по 10 человек. Мы стреляем поочередно, сначала один из наших ребят, затем один из них, и так далее. Понимаешь?» «Да, это я понимаю. Сначала мы стреляем на дистанции в 200 ярдов, это самые ближние мишени. По ним каждый делает по 5 выстрелов. Затем мы делаем по 5 выстрелов по мишеням на 500 ярдов, вон по тем, что посередине. И завершаем состязание стрельбой на 700 ярдов. Видишь мишень далеко вон там, на склоне холма? Тот, кто наберет больше всего очков, побеждает. Теперь уловила суть? Да, это очень просто», — сказала я. «А ты знаешь, что такое это яблочко?» — спросил мой возлюбленный. «Это какая-то разновидность карамели, верно?» Наугад предположила я. Чарли пришел в изумление от глубины моего невежества. «Вот это яблочко», — пояснил он, — «то темное пятно в самом центре мишени. Если ты попадаешь в него, это считается за 5 очков. Вокруг него начертан еще один круг, которого отсюда не видно. Если пуля попадает туда, это называется центр и дает 4 очка. Все, что снаружи, называется край и приносит только 3 очка. Ты всегда сможешь понять, куда попал выстрел, потому что сигнальщик выставляет цветной диск и закрывает им место попадания». Теперь я все поняла. Восторженно воскликнула я. «Знаешь, что я сделаю, Чарли? Я буду записывать счет на листочке бумаги при каждом выстреле, и тогда я всегда буду знать, как идут дела у Робера». «Отличная мысль», — рассмеялся он и поспешил прочь, чтобы собрать своих людей, так как предупредительный колокол возвестил о том, что состязание вот-вот начнется. Пришлось долго размахивать флагами и кричать, прежде чем удалось очистить стрельбище.
И тут я увидела небольшую группу военных в красных мундирах, расположившихся на зеленой траве, в то время как точно такая же группа в серых мундирах заняла позицию слева от них. Банк. Раздался винтовочный выстрел, и голубой дым кудрями поднялся над травой. Фанни вскрикнула, а я издала радостный возглас, потому что увидела, как поднялся белый диск, возвестивший о попадании в яблочко, причем этот выстрел был сделан одним из роборовцев. Однако мое ликование было тут же омрачено ответным выстрелом, который занес 5 очков на счет кадровых военных. Следующий выстрел тоже принес яблочко, которое было незамедлительно перекрыто другим точным попаданием. К концу состязания на короткой дистанции каждая сторона набрала по 49 очков из 50 возможных, и вопрос о превосходстве оставался столь же нерешенным, как и прежде. «Становится жарко», — заметил Чарли, небрежно облокотившись о трибуну. «Через несколько минут мы начнем стрельбу на 500 ярдов». «А, Чарли», — воскликнула Фанни в крайнем волнении, — «только ты не промахнись, что бы ни случилось». «Не промахнусь, если смогу этого избежать», — бодро отозвался Чарли. «Только что ты каждый раз попадал в яблочко», — напомнила я. «Да, но это не так-то просто, когда приходится поднимать прицельную планку. Впрочем, мы сделаем все, что в наших силах, а большего от нас и не требуется. У них в команде есть чертовски хорошие стрелки на дальние дистанции. Подойди сюда на минутку, Лотти». «Что случилось, Чарли?» — спросила я, когда он увел меня подальше от остальных. По выражению его лица я видела, что его что-то тревожит. «Этот тип», — проворчал мой возлюбленный. «Какого черта ему понадобилось приходить сюда? Я-то надеялся, что мы видели его в последний раз». «Какой тип?» Выдохнула я со смутным предчувствием беды в сердце. «Да, этот чертов швед, Гастер». Я проследила за направлением взгляда Чарли. Там и в самом деле, на небольшом холмике прямо возле того места, где лежали стрелки, высилась длинная угловатая фигура чужестранца. Он казался совершенно равнодушным к тому оживлению, которое его причудливый облик и безобразное лицо вызывали среди стоящих вокруг дюжих фермеров. Он лишь так и этак вытягивал свою длинную шею, словно высматривал кого-то. Пока мы наблюдали за ним, его взгляд внезапно остановился на нас. Мне показалось, что даже на таком расстоянии я разглядела, как судорога ненависти и торжества пробежала по его мертвенно-бледным чертам. Странное предчувствие охватило меня, и я схватила руку своего возлюбленного обеими руками. «А, Чарли», — взмолилась я, — «не надо, не возвращайся к стрельбе. Скажи, что ты болен, придумай какой-нибудь предлог и уйдем отсюда». «Вздор, девчонка!» — воскликнул он, от души смеясь над моим испугом. «Полно, чего ради ты так боишься?» «Его», — ответила я. «Не глупи, дорогая. Послушать тебя, так он прямо-таки какой-то полубог. Ну вот, звонит колокол, мне пора бежать. Ну, пообещай хотя бы, что не подойдешь к нему близко». Крикнула я вслед Чарли. «Ладно, ладно, договорились», — отозвался он. И мне пришлось довольствоваться уступкой в этой малости. Состязание на дистанции в 500 ярдов выдалось упорным и захватывающим. Роборовцы какое-то время вели в счете с преимуществом в пару очков, пока серия попаданий в яблочко одного из лучших стрелков соперника не переломила ход игры в их пользу. В итоге выяснилось, что добровольцы отстают на 3 очка. Этот результат плимутский отряд встретил победными криками, а жители пустоши — вытянувшимися лицами и хмурыми взглядами.
На протяжении всего этого раунда Октавиус Гастер оставался совершенно неподвижным на вершине холмика, который он облюбовал с самого начала. Мне казалось, что он едва ли понимал, что происходит. Его лицо было отвернуто от стрелков, и он, по всей видимости, пристально смотрел куда-то вдаль. Один раз я поймала взглядом его профиль и подумала, что его губы быстро шевелятся, словно в молитве. Впрочем, возможно, меня обмануло марево горячего воздуха этого бабьего лета. Однако именно такое впечатление сложилось у меня тогда. И вот настало время состязания на самой дальней дистанции, которая и должна была решить исход поединка. Раборовцы уверенно принялись за дело, чтобы наверстать упущенное, в то время как кадровые военные, казалось, были полны решимости не упустить свой шанс из-за излишней самоуверенности. Выстрел следовал за выстрелом, и волнение зрителей возросло настолько, что они обступили стрелков, восторженно приветствуя каждое попадание в яблочко. Мы и сами поддались этому всеобщему гомону, покинули наше безопасное убежище и кротко сносили толчки и бесцеремонность толпы, лишь бы поближе разглядеть поединщиков и их успехи. Военные набрали уже 17 очков, тогда как у добровольцев было всего 16, и уныние местных жителей было безграничным. Однако дела пошли веселее, когда счет сравнялся 24-24, и стало еще лучше, когда меткая стрельба местной команды подняла их счет до 32-30 у соперников. Тем не менее, оставались еще те 3 очка, которые были упущены на прошлой дистанции и которые нужно было отыграть. Счет медленно рос, и обе стороны прилагали отчаянные усилия, чтобы вырвать победу. Наконец, по толпе пробежал трепет, когда стало известно, что последний, красный мундир, отстрелялся, тогда как у добровольцев оставался еще один участник, а солдаты при этом вели с преимуществом в 4 очка. Даже наши далекие от спорта умы пришли в состояние всепоглощающего волнения из-за остроты наступившего кризиса. Если бы последний представитель нашего маленького городка сумел попасть в самое яблочко, поединок был бы выигран. Серебряный кубок, слава, деньги наших болельщиков — все зависело от одного единственного выстрела. Читатель легко представит себе, что мой интерес отнюдь не уменьшился, когда, вытянув шею и встав на цыпочки, я увидела своего Чарли, хладнокровно досылающего патрон в винтовку, и поняла, что именно от его мастерства зависит честь Робера. Думаю, именно это придало мне сил так решительно пробиваться сквозь толпу, что я оказалась едва ли не в первом ряду, откуда открывался превосходный вид на происходящее. По обе стороны от меня стояли 2 гигантских фермера, и пока мы ждали решающего выстрела, я невольно прислушивалась к их разговору, который они вели прямо над моей головой на чистейшем деванширском диалекте. «Ну и уродец же он, редкий прямо», — сказал один. «Это точно», — сердечно согласился другой. «Видал его зенки?» «Эх, Джок, ты лучше на его пасть погляди. Провалиться мне, если у него пена не идет, прямо как у пса-фермера Уотсона, того бульдожки, что взбесился и издох от водобоязни». Я обернулась, чтобы увидеть того, кто удостоился столь лестных замечаний, и мой взгляд упал на доктора Октавиуса Гастера, о чьем присутствии я в своем волнении совершенно позабыла. Его лицо было обращено в мою сторону, но он, очевидно, не видел меня, так как его глаза с непоколебимым упорством были устремлены в точку, находившуюся, по всей видимости, где-то посредине между ним и далекими мишенями. Мне никогда не приходилось видеть ничего, что могло бы сравняться с необычайной сосредоточенностью этого взгляда. Из-за нее его глазные яблоки казались налитыми кровью и выпученными, тогда как зрачки сузились до крошечной, едва заметной точки. По его длинному, мертвенно-бледному лицу обильно катился пот, и, как подметил фермер, в уголках рта проступали следы пены. Челюсть была плотно сжата, словно в каком-то яростном усилии воли, требовавшем всей энергии его души.
До самого смертного дня этот безобразный лик не изгладится из моей памяти и не перестанет преследовать меня в кошмарах. Я содрогнулась и отвернулась в тщетной надежде, что, быть может, честный фермер оказался прав, и причиной всех чудачеств этого необыкновенного человека было душевное расстройство. Великая тишина снизошла на всю толпу, когда Чарли, зарядив винтовку, весело защелкнул затвор и направился к назначенному месту, чтобы лечь на траву. «Все правильно, господин Чарльз, сударь, все правильно». Услышала я шепот старого Макинтоша, сержанта добровольцев, когда проходила мимо. Холодная голова и твердая рука — вот что решает дело, сударь. Мой возлюбленный улыбнулся седовласому солдату, укладываясь на траву, а затем принялся целиться сквозь прицел своей винтовки в такой тишине, что был отчетливо слышен слабый шорох ветерка в стеблях травы. Больше минуты он выверял прицел. Его палец, казалось, уже давил на спусковой крючок, и каждый взгляд был прикован к далекой мишени, как вдруг, вместо того, чтобы выстрелить, стрелок, покачиваясь, поднялся на колени, оставив оружие на земле. К изумлению каждого, его лицо было смертельно бледным, а на лбу выступил пот. «Послушай, Макинтош», — произнес он странным, прерывистым голосом, — «между мной и мишенью кто-нибудь стоит?» «Между вами, сударь». «Да нет же, ни единой души, сударь», — ответил пораженный сержант. «Да вон же, человек, вон там», — крикнул Чарли с неистовой энергией, хватая его за руку и указывая в сторону мишени. «Разве ты не видишь его там, он стоит прямо на линии огня?» «Там никого нет», — выкрикнули сразу полдюжины голосов. «Никого нет?» «Что ж, должно быть, это мое воображение», — проговорил Чарли, медленно проводя рукой по лбу. «И все же я мог бы поклясться. А ну, дай мне винтовку». Он снова лег и, устроившись поудобнее, медленно поднял оружие к глазу. Но едва он успел взглянуть вдоль ствола, как снова вскочил с громким криком. «Вон там!» — закричал он. «Я говорю вам, что вижу его». Человек в добровольческом мундире, очень похожий на меня, точная моя копия. «Это что, заговор?» — продолжил он, свирепо оборачиваясь к толпе. «Вы хотите сказать, что никто из вас не видит человека, похожего на меня, который идет от этой мишени и находится не далее, чем в 200 ярдах от меня прямо сейчас, пока я говорю?» Я бы подбежала к Чарли, если бы не знала, как сильно он ненавидел женское вмешательство и все, что хоть отдаленно напоминало сцену. Мне оставалось лишь молча слушать его странные, дикие слова. «Я протестую против этого», — заявил вышедший вперед офицер. «Этот джентльмен действительно должен либо сделать выстрел, либо мы уведем наших людей с поля и заявим о своей победе. Но ведь я же застрелю его», — выдохнул бедный Чарли. «Чепуха. Вздор. Да стреляй ты в него», — проворчал добрый десяток мужских голосов. «Дело в том», — шепнул один из военных, стоявших передо мной, другому, что у молодого человека просто не выдержали нервы перед лицом такого события, он это чувствует и пытается пойти на попятную. Глуповатый молодой лейтенант в этот миг даже не подозревал, как сильно одна женская рука жаждала потянуться вперед и отвесить ему звонкую затрещину. «Это все трехзвездочный коньяк «Мартель», вот что это такое», — прошептал второй. «Черти, понимаете ли. У меня самого они бывали, так что я сразу вижу, в чем дело». Это замечание было слишком заумным для моего понимания, иначе говорящий подвергся бы той же опасности, что и его предшественник. «Ну так что, вы собираетесь стрелять или нет?» Закричали сразу несколько голосов. «Да, я буду стрелять»,
простонал Чарли. «Я прострелю его насквозь. Это убийство, чистое убийство». Я никогда не забуду тот измученный взгляд, который он бросил на толпу. «Я целюсь сквозь него, Макинтош», — прошептал он, ложась на траву и в третий раз вскидывая винтовку к плечу. Секунда томительного ожидания, вспышка пламени, треск винтовочного выстрела, и над пустошью разнесся победный клич, который эхом раскатился вокруг и, должно быть, был слышен в самой дальней деревне. «Молодец, парень, молодец!» Закричали сотни честных диванширских голосов, когда маленький белый диск показался из-за щита сигнальщика и на мгновение закрыл собой темное яблочко, возвещая о том, что поединок выигран. «Молодец, парень!» Это же мастер Пиллар из Тойнби-Холла. «А ну-ка, давайте подхватим его, понесем домой на руках ради чести Робера. А ну, ребята!» Да вон же он, на траве лежит. Проснись, сержант Макинтош. Да что с тобой такое? Эй! Что? Смертная тишина снизошла на толпу, а затем раздался тихий, полный неверия ропот, сменившийся возгласами жалости и шепотом: «Оставьте ее, бедную девушку. Оставьте ее одну». А затем снова воцарилось молчание, прерываемое лишь стенаниями женщины и ее короткими, частыми криками отчаяния. Ибо, читатель, мой Чарли, мой прекрасный, отважный Чарли лежал на земле холодным и мертвым, а винтовка все еще была зажата в его каменеющих пальцах. Я слышала добрые слова соболезнования. Я слышала сорвавшийся от горя голос лейтенанта Дейсби, умолявшего меня сдержать свою скорбь, и почувствовала его руку, когда он осторожно приподнял меня над телом моего бедного мальчика. Это я помню, и больше ничего, вплоть до своего выздоровления, когда я очнулась в больничной палате Тойнби-Холла и узнала, что со дня той ужасной трагедии прошли 3 долгие недели беспокойного, бредящего беспамятства. Постойте. Неужели я больше ничего не помню? Иногда мне кажется, что помню. Иногда мне кажется, что я могу воскресить в памяти светлый промежуток посреди моих блужданий во тьме. Словно бы я смутно припоминаю, как моя добрая сиделка выходит из комнаты, как изможденное, малокровное лицо заглядывает в полуоткрытое окно, и как голос произносит: «Я покончил с твоим столь прекрасным возлюбленным, и мне еще предстоит покончить с тобой». Эти слова возвращаются ко мне со знакомым отзвуком, будто они уже звучали когда-то в моих ушах, и все же это могло быть всего лишь сном. И это все. Скажете вы. И ради этого истеричная женщина преследует безобидного ученого на рекламных полосах газет. На основании столь шатких улик она намекает на преступление самого чудовищного толка. Что ж, я не могу ожидать, что эти вещи поразят вас так же, как они поразили меня. Я могу лишь сказать, если бы я оказалась на мосту, на одном конце которого стоял бы Октавиус Гастер, а на другом — самый безжалостный тигр, что когда-либо рыскал в индийских джунглях, я бросилась бы к дикому зверю в поисках защиты. Что до меня, то моя жизнь сломлена и уничтожена. Мне все равно, как скоро она подойдет к концу. Но если мои слова уберегут этого человека от проникновения хотя бы в один честный дом, я писала не напрасно. Не прошло и 2 недель после того, как было написано это повествование, как моя бедная дочь исчезла. Все поиски не увенчались успехом. Носильщик на железнодорожной станции показал под присягой, что видел молодую леди, подходящую под ее описание, которая садилась в вагон 1 класса вместе с высоким, худым джентльменом. Однако слишком нелепо предполагать, будто она могла сбежать с кем-то после своего недавнего горя, да к тому же без малейших подозрений с моей стороны. Тем не менее, детективы продолжают отрабатывать эту зацепку. Эмили Андервуд.